Впервые идея создать YouTube-канал мне пришла где-то в 2015-2016 году. В тот момент я пару месяцев выбирал себе камеру, я выбрал какой-то Nikon, я ходил, снимал. И знаешь, у меня даже идея не возникла попробовать это смонтировать и куда-то выгрузить. И как-то на этом весь процесс остановился. В тот момент мне казалось, что мне просто чего-то не хватает. Несмотря на то, что у меня был YouTube-канал еще где-то в 2011 году, тогда я играл на гитаре и загружал видеоролики, как я играю на электрогитаре, и благодаря этому даже нашел свою первую группу. Я даже как-то не подумал, что, может быть, продолжить это делать. Потом также в 2015-2016 году я поучаствовал в съемке нескольких клипов, я поучаствовал в рекламе обуви, я даже поучаствовал на показе, и знаешь, я заметил, что меня окружают камеры, мне стало интересно. Я начал предлагать какие-то свои идеи, которые бы мне хотелось реализовать. И в какой-то момент я подумал, а зачем мне ждать, пока кто-то для меня отснимет ту идею, которая у меня есть. И так моя идея вот создать что-то свое в этом плане, свой канал, она немножко вот начала как бы обрастать именно желанием. И если ты посмотришь, только в 2018 году я зарегистрировал свой канал, и только через какое-то время у меня появился вообще первый видеоролик. У меня были вопросы. Первый. На каком языке снимать YouTube канал? Естественно, я смотрел уже Кейси Нейстата и Питера Маккинона, и знаешь, эти мысли у меня тоже, наверное, заняли несколько месяцев. В принципе, была идея, что первое видео должно залететь. То есть я хотел, чтобы, ну вот именно первое видео, знаете, иногда смотришь на какой-то канал, там первое видео миллион набрал. Поэтому я так долго думал, на каком языке начать. Потом я думал, какое первое видео загрузить так, чтобы оно было максимально идеальным, максимально залетело. Вот представляешь, вот в таких размышлениях прошло достаточно много времени. Я таки загрузил первый видеоролик на английском языке, потом я еще один загрузил на английском языке. Потом я подумал, нет, все-таки буду делать на русском. Запустил обучалку, и она набрала 2000 просмотров уже к этому моменту. Это было прикольно. Представляешь, сколько времени вообще вот из-за того, что вот была моя неадекватность, понимание вообще, как YouTube работает, сколько времени я... Ну, то есть я мог начать гораздо раньше, еще в 2015-16. И на все следующие видео у меня уходило порядка 2 недель. И знаешь, однажды меня просто бомбануло, я просто понял, что я трачу 2 недели на видеоролик, который набирает в итоге 30 просмотров. Я написал в Инстаграме огромный такой пост, что я так много тружусь, а потом загружаю и пропадает желание. И я прикреплю его вот где-то здесь, ты его увидишь, почитай, очень крутой пост, очень такой глубокий, длинный. И знаешь, в тот момент, когда я сдавался, говорил, все, уже не хочу, в тот момент я понял, что мне нравится концентрироваться на самом процессе, смотреть в камеру, знать, что у меня микрофон. И тогда у меня дело начало идти чуть быстрее. Моя задача была каждый раз, чтобы видеоролик был круче предыдущего. В принципе, у меня получалось, но сейчас я опять чувствую, что я подзастрял, потому что я дошел до прикольного уровня. Я провел очень много времени в Стамбуле, я там снимал каждый день. У меня накопилось как минимум 1 терабайт, даже больше материала, который нужно смонтировать, и теперь у меня есть понимание, как это делать, но теперь появился следующий уровень — история. Как сделать максимально так, чтобы было все круто и по съемке, и по истории, и опять затормозил. И у меня уже такое было, что я целых 2 месяца не снимал. Последнее видео на YouTube я загрузил 2 месяца назад. По ощущениям это было так, что типа вот-вот, ну сейчас запишу. Но у YouTube есть такая тема, она показывает, когда ты запустил последнее видео. Пока там не клосснуло 2 месяца. Я понял, блин, а что такое получается вообще? Я так сильно хотел канал на YouTube. Я думал об этом, наверное, даже больше года. Вот я начал снимать. У меня появилось уже 32 подписчика, и я не понимаю, почему я не записывал. Точнее, я понимаю, именно поэтому вот микрофон петличка, там всякие фильтры, звук, камера, линза не такая, камера не слишком low-light. Короче, ты постоянно пытаешься сделать это настолько идеально, что ты просто ничего не делал. Постоянно какие-то моменты мне хотелось добавить для того, чтобы я смог начать. И знаешь, именно вот эти моменты, они тебя отдаляет именно от того, чтобы что-то сделать. Если у тебя действительно есть идея, что ты хочешь YouTube-канал, поставь это видео на паузу, разберись в гугле, как, по крайней мере, его создать. После того, как ты загрузишь первое видео, у тебя появится желание создать второе и третье, но вот самое первое видео, оно должно быть, знаешь, какое? Просто включи телефон, скажи, как тебя зовут, расскажи про свой интерес или как долго ты думаешь про YouTube-канал, расскажи что-то про себя, что тебе нравится, и загрузи это видео в этот же день. Как только ты это сделаешь, то ты уже точно поймешь, что все, типа, теперь у тебя есть канал, у тебя есть первое видео, и потом
второе, третье, четвертое, потом ты перестаешь сняться, перестаешь бояться камеры, начинаешь легче как-то свободнее говорить перед камерой. Процесс вот таким вот образом начинается, не пытайся сделать его идеальным. Как только у тебя будет свой канал, первое видео, поверь, то, что захочешь сделать, это загрузить еще одну туда. Ладно, знаешь, для меня на самом деле это тоже было таким прорывом, потому что когда я начал делать travel контент, я начал понимать, что я не делал вот такие вот ролики, а это, в принципе, и было то, ради чего я хотел создать YouTube-канал, чтобы я мог делиться мыслями, которые у меня возникают сейчас, а не ждать полгода, пока я домонтирую то, что я отснял, и все. Это было мое неидеальное видео после долгого перерыва, как я вообще ничего не записывал. Создавай свой YouTube-канал, заливай первое видео, и все. Пока.